На улице у нас морозные февральские деньки, а отправится он в жаркую Калифорнию. Сигнал на вход у нас присутствует, а на 11 ноге его нет. Компьютер, 3 часа ночи. Пожалуйста, отпусти меня. Нет, только не опять. Yeah, you can have your own channel when you're older. Yes. Oh, hello, mate. How are you doing? Привет, друзья! Однажды меня посетила такая дикая мысль, а почему бы не отправить наш советский спектрум зарубежным товарищам, а то что они только официальной железкой обозревают. И как вы уже, наверное, поняли из названия видео, это мы и сделаем. На улице у нас морозные февральские деньки, а отправится он в жаркую Калифорнию. Но обо всем по порядку. Мой подписчик Алексей подарил мне первый Ленинград, за что ему большое спасибо. По предыстории Алексея, этот экземпляр стал жертвой охотников за цветметом. Из него поковыряли все конденсаторы, а потом он долгие годы валялся на задворках жизни. У Алексея, кстати, есть свой канал со всякими электронными ремонтами и рукоделками, поэтому обязательно загляните. Ссылки будут в описании. Внешний вид корпуса не вызывает вопросов. Кстати, он выполнен в лучших традициях советской техники, то есть полностью из металла. И судя по обилию технологических отверстий, в него ставили не только платы Ленинграда. Сложно сказать, продавался ли он как готовое изделие, либо изначально тут была другая плата. Но 40-клавишная заводская спектрумовская клавиатура наталкивает на первый вариант. Если есть мысли по этому поводу, напишите в комментариях. Кстати, клавиатура вся целая, а на самом корпусе нет даже царапин. Но кое-каких крепежных болтов все же не хватает. А еще тут целая куча интерфейсных разъемов. Наша задача – привести компьютер в исходное историческое состояние. То есть допаивать дополнительную память и решать проблемы с видеосигналом сегодня не будем, а скорее напротив. Если эти доработки уже стоят, то будем их убирать. Да, о заводском начале этой платы я, наверное, погорячился. Видны явные следы наших умельцев. Иначе как объяснить наличие здоровенных электролитов в цепи видеосигнала, да еще и безо всякого крепежа и изоляции. Видео распаяно полностью, то есть как черно-белый композит, так и полноценное RGB. Внешне все выглядит вполне целым, кроме выкрученных конденсаторов и самопальных проводов. Надо отдать должное вандалам, что они просто выкусили конденсаторы, а не выдрали вместе с дорожками. Сама плата 1988 года, а ПЗУ тут еще 2 штуки. На плате уже есть какие-то минимальные доработки, и надеюсь, они все еще работают. Чипы памяти максимально разные, и видно их так часто меняли, что панельки окончательно устали и не держат микросхему от слова совсем. Одна уже ушла куда-то по своим делам. Для начала максимально все открутим для более удобного доступа к плате. Терпеть не могу закисшие болты под минус, срочно нужна электроотвертка. Интересно, и чего я хотел этим добиться? С другой стороны платы все более-менее хорошо. Чем неудобны луженые платы, так это тем, что можно запросто посадить соплю на соседние дорожки и не заметить этого. Ну вот, вроде как бы и все.
Осталось прибраться в корпусе, отмыть плату и разобраться с проводами вывода видео. Теперь можно делать первое включение. Отлично, все заработало. Мусора на экране нет и надпись чистая. Появилась надежда на быстрый ремонт. Теперь займемся клавиатурой. Текст на клавишах сохранился очень хорошо, да и сами клавиши все целые. И, конечно же, она не заработала. Был найден один непропай на платье, и сейчас она должна работать. И да, она работает. Но вместо одной проблемы пришла другая. Экран стал покрываться мусором в виде точек, и появились самопроизвольные перезагрузки. И я так подозреваю, что виной этому плохой контакт чипов памяти. Панельки в любом случае требовали замены, а значит сейчас ими и займемся. Ну, включаем. Артефактов нет, и это хорошо. Далее по списку идет загрузка с кассеты. Новые провода тянуть не буду, а просто прозвоню текущую распиновку на разъеме. Ну и как оказалось, я не увидел еще два конденсатора на входе читалки. Готово. Можно загружаться. А может и нельзя. Опять появился мусор и перезагрузки при нажатии на любую клавишу. Может коротыш, может не пропай, а может и чип памяти битый. Попробуем по очереди их поменять. В итоге я полностью заменил всю память на заведомо исправную, но проблема не ушла. И всем известный форум подсказал еще одну идею. Возможно, требует замены конденсатор задержки сброса. При его отключении перезагрузки вроде бы ушли. Возможно, я его перегрел, когда отпаивал старые панельки, а скорее всего он просто высох от старости. Нашел старый аутентичный конденсатор такой же емкости. Проверка показала его работоспособность. А тот, что стоял, действительно был дохлый. Его емкость была всего пара нанофарад. Также помогла повторная замена еще 2 микросхем АЗУ. Каким-то образом 2 чипа оказались мертвыми. Вот теперь ничего не зависает. Но и не загружает. Читалка у нас тоже не работает. Сигнал на вход у нас присутствует. Ну, давай, ты где там? Опа. Вот он видно. А на 11 ноге 9, 10, 11 его нет. Следовательно, он теряется где-то вот здесь. Один операционный усилитель схемы читалки приказал долго жить. Точно такого же у меня нет и купить негде. Поэтому на свободном месте макетной платы построим новую читалку по такой же схеме, что я делал для Commodore.
Опаньки, какая красота, да? Так, ну все, цепляем клаву и пробуем загружать игрушку вживую. Нет, только не опять. Снова появились артефакты перезагрузки. И теперь под подозрение попали уже панельки ПЗУ. Да, довольно печальное зрелище. Замена второй панельки вроде бы принесла результаты. Мусор в очередной раз пропал и клавиатура заработала. Отлично, загрузка тоже заработала. Игра загрузилась, но на бордере присутствует непонятная полоса. Ее точно не должно быть. И в рабочей области тоже присутствует некий мусор. Все же сдается мне, что пара дохлых чипов еще присутствует на плате. И почему я раньше не додумался установить тестовый ПЗУ для проверки платы? По факту, артефакты никуда не ушли, они все еще присутствуют на экране. Причем это проявляется после прогрева платы. И каждый раз тест не проходят разные чипы памяти. Компьютер, 3 часа ночи. Пожалуйста, отпусти меня. Ну что, господа, удалось победить эту платку. Виновником оказалась вот эта микросхемка. Регистровый сдвиг работал криво, и память тут была не виновата. 2 часа уже крутится тест, и никаких полос. АЗУ все исправно и вроде все работает. Ну что ж, попробуем что-нибудь загрузить, может в этот раз все получится. Артефакты с рабочей области ушли, но на бордере полоса все еще присутствует. Эксалон тоже загрузился нормально. Сама игра работает хорошо, а вот с бордером тут беда. Если посмотреть на схему, то за бордер отвечает всего один чип. Вероятно, его замена должна решить и эту проблему. Короче, отбой. Кривой бордер – это результат упрощенной схемы дешифрации портов. Проблемы были с играми с поддержкой чипа AY, а в этом Ленинграде он, конечно же, не установлен. То есть все данные, которые должны идти на звуковой сопроцессор, идут куда попало, в данном случае на бордюр. Загрузка игры River Ride подтвердила эту теорию. И тут с бордером все в порядке. А это значит, что ремонт можно считать законченным, и компьютер работает по вполне заводскому сценарию. Осталось привести плату в порядок и собрать все это чудо советской инженерии. Так, ну вот, навел порядок. Красиво, аккуратненько. Динамик сидит. И можно закрывать капот этой машинки. У этого исторического стикера заменим скотч и вернем на старое место. Вроде все работает. Ничего не отвалилось за время сборки, это хорошо.
Подытоживая ремонт, что могу сказать? Были заменены абсолютно все панельки, потому что вот эта вот советская ерунда пришла в полную негодность. Она микросхему не держит. Были устранены непропаи, восстановлены около 5 порезанных дорожек вандалами и заменено 3 микросхемы. Самая коварная из них оказалась вот эта Ирка-22. Дело в том, что она начинала сбоить только при нагреве, причем от случая к случаю. И по осциллографу вроде как она работала, но на самом деле данные она била. Ну вот и все в принципе. Ну что, можно паковать посылку и отправлять ее. Наверняка у каждого из вас есть несколько избранных зарубежных каналов. Один из моих – это канал Retro Recipes. Контент там интересный, картинка и звук классная, да и сценарий на высоте. Крис Симпсон хорошо заморочился с каналом. Своя такая атмосфера. Ну, оно и понятно, все-таки он актер в Голливуде, даже в «Звездных войнах» снимался. В общем, мук выбора, кому отправить, у меня не было. Yeah, you can have your own channel when you're older. Yes. Oh, hello, mate. How are you doing? Fine, thanks. I now have a large collection of radio compasses, but the problem is most of them are official. That is true. So I want to send you that spectrum for review, and I bet $100 that you have never seen such a spectrum. Wow, that is really kind of you. I mean, I've seen most retro computers. I think I've seen them all. What's the one you're talking about? Can you tell me more about it? This is one of the first Soviet clones of the 18th, where chip ULA was disassembled and was recreated on Soviet chips. But as a homework, you will need to solder the connectors yourself. There are no spare parts and all connectors are DIN5. And so that you don't have any problems, I created this user manual. It describes features and methods of connecting this computer. That's pretty cool, right? That is very cool. Thank you so much for that. I hope it will take a rightful place in your collection, and don't be afraid to drop it. It has metal case. Just don't get hurt. Well, enjoy your use and look forward for your review. Thank you and goodbye. Well, I'm going to try not to drop it either way, even if it is strong. But yeah, thanks so much for your kind offer of a donation. We cannot wait to unwrap it. From us here at Perifractics Retro Recipes, cheerio. Наконец-то пакуем этот антиквариат и бежим на почту. Не сказать, что вышло слишком дорого по отправке, я бы даже сказал вполне нормально за такие расстояния. 1942 рубля. На самом деле транспортные компании просили от $100 и выше. Но наша Почта России в этот раз очень сильно помогла. Обзор нашего американского товарища я обязательно публикую в разделе «Обсуждения». Поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и колокольчик. Всем мира, добра и удачи и до скорых встреч!